Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, лайки, подписки, комментарии, добрые слова пожелания. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто следит за тобой? С какой целью этот человек за вами следит? Итак, делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, не забываем, мой хороший расклад общий. В любом случае нужно любить себя, ценить себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? О чем это? Какая девочка пришла на расклад? Так, характеристика вас. Белая ворона. Выделяетесь из толпы, не обязательно внешностью. В принципе, в коллективе можете выделяться. Все люди как люди, а вы звезда, да? Ладно, юмор. Может, мировоззрение, хобби, да, какие-то увлечения ваши. Вот инаковость какая-то есть. Опять-таки, взгляд на мир, взгляд на взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Элементарно даже увлечение у кого-то психологией, эзотерикой, таро. Вот это все сюда, девочки. По белой вороне, в принципе, тут рядом карта черная кошечка, ограничения. Скорее, на данном этапе это может приносить даже вам какие-то, ну не знаю, как насчет неудобные моменты, ну, скажем так, вы считываете, может быть, недостаток в вашем окружении людей, которые, может быть, разделяют, опять-таки, ваши какие-то ценности, убеждения. Вот тут такое, как будто бы больше как воспринимаете как ограничение. Может, ваш на данном этапе вид, род деятельности, да, может быть, хотели бы, опять-таки, по белой вороне где-то раскрыть свой потенциал, все-таки реализовать свои какие-то, может быть, таланты, может быть, специфические увлечения, хотели бы, может быть, опять-таки, больше единомышленников. Вот это все сюда. Какой-то тут есть такой осадочек по поводу все-таки этих ограничений. Как будто бы не в полной мере вы можете, вот как та же самая белая ворона, раскрыть свои крылышки. Вокруг достаточно много черных ворон, которые каркают. Некоторые прям таких, будто бы глазиком одним поглядывают и наблюдают за вами и анализируют, когда же она там споткнется, когда же она может там или успокоиться как минимум, да, во всех смыслах. Так, почему-то показано глазки завязаны, повязка на глазах, это касается какой-то, может быть, обстановки дома, взаимоотношений с домочадцами. Тут карта ярость. Ой, у кого-то, ну, может быть, там супруг, партнер, может быть, даже с детками проблемы в плане там выяснения отношений, скандала, все сюда. А может быть, даже в связи с тем, что глазки завязаны, даже толком не знаете, как с этой ситуацией на данном этапе вам разбираться, к кому обращаться, да, и вообще у кого-то прям ощущение беспросветно это все, как будто бы, ну, выбор сделала, что теперь, вот тут так даже, ну, какой-то вот тут именно с домашними, вот тут у кого-то прям такой период. Так, вот эта карта как озарение, молния, инсайт. Сейчас буду это как-то считывать. Тут черная кошечка, какая-то информация, которая где-то для вас может быть недоступна, или она вот-вот как будто бы вам придет, и рядом вот эта же карта этого озарения, как в макушку молния шандарахнет. Скорее всего, вы ждете. Ждете как подсказки небес, ждете, может быть, смотрите расклады Таро, может, психологией опять-таки увлекаетесь. Для чего? Для того, чтобы выйти из этих ограничений. Кому-то хотелось бы свою там жизнь, личную жизнь, может быть, взаимоотношения с домочадцами, опять-таки найти подсказочку, снять эту повязочку с глазок. Хотелось бы узнать, как дальше действовать. Ну, тут как-то так, девочки. Такая ваша сигнификация у меня вышла сейчас.
Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто следит за тобой? С какой целью этот человек за вами следит? Кто за вами следит? С какой целью этот человек за вами следит? Кто за вами следит? Ой, прям сюда еще одна упала. С какой целью следит? Кто следит? С какой целью следит? Ой, девочки, что-то захотелось мне вам эротики добавить. Может этому персонажу, да? Кто за вами следит? С какой целью следит? Кто за вами следит? С какой целью следит? Кто следит? С какой целью следит? Кто за вами сейчас следит? Угу. Одинокая хитрая лиса. Ладно, сейчас будем уточнять, кто это. Угу. Да что ж такое? Ох, как интересно. Чем это? Кто за вами следит? Так. Кто за вами следит? Ну, давайте так. Сразу хотела прочесть как мужчина, а сейчас буду уточнять все-таки. Очень интересно. Это мужчина или женщина? Это женщина. Это за вами следит женщина, которая... Ну, тут потенциал у нее огроменный, конечно, по звезде. Императрица, звезда. Женщина, которая, ну, давайте так, цену себе знает, может, в принципе, свой быт может обустроить. Мамочка. Не знаю, насчет хорошей мамочки, но ребеночек может быть. Сейчас занята своим внутренним состоянием, скорее пытается нормализовать, гармонизировать себя. Тут такие на нее карты, ведомо какой-то мечтой, идеей, идет за этой мечтой, идеей. Угу. Увлекается таро, эзотерикой, карта ведьма. Пытается, знаете, какую-то историю, может быть, была как мистическая история, связана с ее личной жизнью. Может, выбор партнера, опять-таки, предчувствие. У кого-то прям какие-то способности есть в плане эзотерика. Тут может и сама быть сильная, я имею в виду обладать способностями, может быть, тут даже сны какие-то видеть. Это все сюда, предчувствие, все-таки нам нельзя это игнорировать. Ну, у кого-то, может быть, какая-то как цепочка событий тут. Предчувствие, карта замок, освобождение и карта ведьма. У кого-то это тривиально, женщина развод, после развода, да, опять-таки переживала это все, может быть, и сюда же подсказки таро. Но вообще мне показано у нее какой-то период такой, где она много энергии потратила, старалась, может быть, у кого-то сохранить этот союз, брак, да, прикладывала усилия. Опять-таки много карт, говорящих об одиночестве. Даже если она сейчас с кем-то в союзе, тут у кого-то прям может проиграться, это вообще не тот человек, с которым бы она хотела быть, а у многих с тем человеком, с которым она бы когда-то там или была, или хотела бы быть, она сейчас с ним не может быть. Ну или пока не может быть, да, давайте так. Опять-таки, почему-то прям так. Вообще ее по отшельнику показано. Женщина, которая тут одиночество, тут отшельник. Сама по себе как одиночка. Ну, вот что-то такое.
Ну, тут умненькая, но не глупая точно. Как будто женщина пытается разобраться в своих каких-то желаниях, потребностях. Опять-таки вынашивает какие-то мечты, идеи. Разочарована в любовной сфере, очень разочарована. Скорее раньше делала на этом акцент, ставку, а сейчас, может быть, влюблялась. Тут опять-таки страстная. Вот такое. Ну, она раньше не была закрыта от каких-то, может быть, ярких взаимоотношений. Тут вот скорее такой какой-то... Тут такой подтекст, знаете, довольно-таки романтичная и влюбчивая могла быть, да. Это не перечеркивает тут наличие здравого ума, наличие интеллекта, абсолютно не перечеркивает, просто как характеристика. Но сейчас вот на данном этапе показано ее разочарование, печаль, страсть. Будто бы, может быть, там сравнивает свою судьбу с судьбой там каких-то, ну не знаю, знакомых, подружек, да. И тут скорее у нее такой идет анализ, она для себя делает вывод, что женщины, которые, может быть, менее были, знаете, как вам сказать, менее страстные, менее руководствовались там, опять-таки, не шли за своим сердцем, да, за выбором своего сердца, а были более меркантильны, практичны, может быть, брак по расчету. Вот она сейчас смотрит на это все со стороны, и как будто бы вот ей кажется, они более здравомыслящие, да. Вот что-то такие у нее какие-то мысли. Ну, тут карты, вот это одиночество, отшельник. Как будто бы вот анализ такой проходит, вот. А если бы я в свое время вот выбор сделала в сторону того, как бы моя жизнь случилась, сложилась, вот тут такое. Ну, вот такая-то женщина, и она за вами следит. Вот идет мне такое. Так, и давайте доложим, это ваша, ну, кто она вам? Соперница, вообще не знаю. Давайте начнем. Кто она? Это ваша подруга? Нет, это ваша бывшая подруга. Вот скорее это ваша бывшая подруга, я вам хочу сказать. Коллега по работе. Ну, у кого-то может быть и коллега по работе, и в принципе там земля, стабильность, вы можете вместе где-то обучаться, вместе, может быть, в одном коллективе быть, у кого-то это там даже школьная подруга. Вот так вот. Но это бывшая подруга, это не настоящая. В настоящем у вас... В настоящем тут или у вас уже, как вам сказать, отношение к ней изменилось. То есть вот вы смотрели на эти, допустим, отношения с ней дружеские, вот карта подарок, а из него как злобный клоун выскочил, да, то есть форс-мажор. Ну, не обязательно форс-мажор, вы просто посмотрели на эту женщину, может, на взаимоотношения с ней, общение по-другому. Тут осадочек какой-то. У кого-то по инерции еще может иногда общаться. Тут карта подчинения, как цепи вокруг шеи. Знаете, там элементарно поздравления с Новым годом, да, с какими-то общими там, ну, не знаю, там даже дни рождения, там общие знакомые какие-то. Ну, тут как будто бы такое чуть ли не подчинение. Это не от чистого сердца, как будто бы общение идет. Не такое вот. И у вас вроде бы есть понимание того, что вам с ней не по пути. Вернее, вам, да, вам с ней, да. Вот чуть-чуть такое. Вот такая вот сигнификация у меня. Да? Нет, это не сигнификация была, извините. Это сигнификация этой женщины была. Это, ну да. Мы посмотрели, эта женщина за вами следит. Это ваша бывшая какая-то подружка. Так, почему она за вами следит? Ух ты, ё-моё. У кого-то расстояние, карта звезда, тоже так можно прочесть. На расстоянии взаимоотношений. У кого-то третьи лица о вас рассказывают ей. Ей интересно она об этом. Угу. Ну,
тут идет как будто бы сравнивание вашей жизни, ваших каких-то тут событий, опять-таки с ее жизнью, вот это основное. Так, так. Основное, почему она за вами следит, у нее сейчас такой период в жизни, вечная невеста, как будто бы то, что она запланировала, оставила там мечтой, целью, у нее там звезда, она идет за какой-то мечтой. То есть там женщина продумывает свои шаги и прикладывает усилия, но она это не получила, она не получает этого. Вечная невеста — это человек, который вот и может в данном контексте прикладывать усилия, но не получать желаемого. Как будто бы закрыта перед ней, то ли дорога, будем надеяться, временно закрыта. Закрыто вот то, что она мечтает получить, до такой степени вот мечтает, как будто бы вот для себя идея фикс. Вот я вот это вот хочу, но она это не получает. Из-за этого как будто человек попадает, да, в какие-то такие состояния депрессии, апатия. И это связано именно с вот невозможностью желаемое получить. Ну, не знаю, девочки, дальше карты идут у меня из магической этой колоды. Привязка, приворот. Ну, может, кто-то такой вот особо, конечно, удивительный, может тут и обращаться к мастерам для того, чтобы получить желаемое. Привязка, приворот. У кого-то это мужчину заполучить, взаимоотношения. У кого-то уже не знаю, вплоть до того, что какой-то результат, чего бы она не хотела, может быть, даже там у кого-то работа мечты, там еще что-нибудь. Ну, давайте так, давайте тут прям не привязываться к магическому, да, этому магической составляющей. Тут как будто бы женщина вот может ради своей какой-то мечты тут пойти по головам, использовать какие-то моменты тут. Знаете, такое, что вам и в голову не придет. Вот тут такое. Ну, почему-то мне так идет. Вот какой-то у меня такой период, где она разочарована, тут даже озлоблена, готова на очень много, тут почти на все, ради того, чтобы получить результат. Так, следить за вами, опять-таки, ей очень интересно, что в вашей жизни происходит. Также интересно, если у вас есть какие-то мечты, все-таки это так я прочту, карта звезда там на нее падала, и тут по поводу вас, то ей интересно, как вот по этой карте рядом звезда и штурвал, как вы достигаете желаемого, придете ли вы к этому результату. То есть, если вы там себе тоже запланировали, допустим, сменить место работы, там у кого-то это партнер, там новые взаимоотношения, она внимательно следит, анализирует, как вот, знаете, у нее тут закрыты, да, вот эти двери, у нее это не получается. И ей очень интересно сравнить, а у вас это получится и как вы этого достигнете. Тут вот такое. Карта тут любовный треугольник, я не знаю. Тут влияние третьих лиц, сокровища карта. Так, о чем это? Сейчас буду уточнять. Ну, давайте так. Если вы бывшие подруги, то, кстати, она может за вами скучать, по вам скучать. И у нее такое ощущение, даже, знаете, как злость, скука, дьявол, башня. Вплоть до того, что какие-то как претензии. Может говорить о том, что у меня все в жизни тут, ну, не знаю, насчет разваливается, но все складывается вообще не так, как я мечтала, как я планировала. Тут какая-то адская игра. Тут в моей жизни что-то все... Ну, да, один был сценарий у нее, она была уверена, что она там достигнет желаемого, а тут все идет наперекосяк. И у нее прям даже злость какая-то. Я не буду говорить, что она тут, и вам желает неприятностей. Но, скажем так, ей тут она скучает где-то по взаимоотношениям с вами, ее может подбешивать, что, по ее мнению, вы мне не нуждаетесь, а сейчас у вас какой-то период в жизни, может быть, ей кажется, вы там на полпути или уже, в принципе, достигли какой-то своей мечты и цели. Ну и тем более у нее, как, знаете, такое как разочарование, что у кого-то получается, в данном случае
у вас получается, а у нее нет. Где-то может быть даже зависть, где-то какая-то как озлобленность, но это не главное. Ну, тут не главное. Это просто разочарование в невозможности получить ее результат. У вас разные абсолютно цели, планы. При этом она действительно пытается вот тут по лабиринтам разума разобраться, как ей достигнуть желаемого. И, может быть, следит за вами, даже анализирует, как использовать эту информацию. Может быть, даже подсмотреть у кого-то вплоть до того, что там какие-то планы, цели у вас, она вплоть до того, что хотела бы, может быть, пересмотреть свои взгляды на жизнь. Может, даже больше как будто бы, знаете, как переориентироваться. Вот это, ну, из той серии, когда, допустим, встречаешь там какую-то древнюю, давнюю подругу молодости, юности, да, и начинаешь общаться, и она там рассказывает, вот там я занялась тем, вот там то новое хобби, там новое дело, там новое место работы, и ты для себя что-то новое, интересное получаешь, какую-то информацию, ты можешь ее для себя применить, да, вот тут что-то такое вот тоже. Хотя на самом деле, тут все-таки по этой карте лабиринты разума, игра, скорее всего, эта женщина, она понимает, что у вас абсолютно разные пути дороги, разные мечты, но при этом вот она как цепляется вот за какие-то, опять-таки, какие-то звоночки, нюансики. Может быть, у меня тоже так получится, может, у меня там такое вот состояние какое-то. С одной стороны, она довольно-таки не глупая и понимает, что ее жизнь, ее выбор — это ее жизнь, да, ее там какие-то ценности, приоритеты, а у вас оно разное абсолютно. Что еще она за вами наблюдает? Ей интересно материальное положение ваше, очень интересно. Также ей интересно ваш выбор, допустим, если это новый мужчина, у кого-то это новое место работы, повторюсь, увлечение ваше новое. Ей так интересно, как изменится ваше материальное положение в связи с этим. Ну и вообще ей кажется, что вы довольно-таки жизнерадостная, тут общительная женщина, которая умеет радоваться, в принципе, даже мелочам, да. Вполне возможно, ей вот этой вот вашей энергетики, этого позитива не хватает. 100%. У нее карта депрессия, у нее как закрываются дороги. В идеале ей бы с вами пообщаться, ей бы, да, для нее это идеально. Как минимум ваш совет, вашу помощь получить, чисто энергетически подзарядиться от вас, да. Ну, позитивчика набраться такого вашего жизнелюбия, жизнерадостности. Другое дело, готовы ли вы этим всем делиться и зачем вам это нужно, да? Вот как-то так. Вот такой мне расклад сегодня, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но и те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.